Привет из магазина Loud Sound. У нас сегодня обзор новинки от компании SPL Lab. Компания производит такие измерительные приборы, как USB басметр, LCD басметр, RTA метр. В общем, приборы, предназначенные в основном для измерителей показателей звукового давления, показателей тока и так далее. В общем, больше для звука. А сегодня у нас необычная такая новинка. Race метр. В своем стиле SPL Lab его назвали. Они все любят называть метр. Датчик, который может измерять время прохождения дистанции, время разгона до заданного значения, да, до 100, до 200 км в час. Также может измерять время прохождения круга. В общем, достаточно богатый функционал, и при этом цена гораздо ниже, чем у вот основного конкурента, на которого все измерительные приборы такого рода равняются, у Race Logic. Race Logic стоит порядка, я не знаю сколько сейчас, 30, 40, 50, да, где-то тысяч. Это устройство у нас стоит всего лишь 5900 сейчас промо-цена. Я не знаю, будет ли она в ближайшее время меняться. Производитель обещает, что да. А сейчас у нас первый вот прибор, можно сказать, самый попал к нам в руки. В продаже они со следующей недели по вот этой вот промо-цене 5900. А мы сегодня с ним ознакомимся, я покажу его основные функции, и мы обязательно его, конечно же, протестируем. И так классно совпало. Вот этот прибор к нам пришел как раз перед тем, как я собрался чиповать в компании A2 Performance свой Mercedes E200, заливать в него заводскую прошивку E300. То есть на этот прибор я посмотрел разгон до, разгон после, чтобы просто так бабла ребятам не отдать из A2 Performance. Вот кто будет меня обвинять в их рекламе, я честно заплатил им деньги, как еще очень много машин из южного клуба владельцев C-классов. Я вот там один такой на E-классах присоседился. Мы толпой поехали в Краснодар на чип-тюнинг. Это я тоже приложу. Посмотрел разгон на трассе. Все это я вам сегодня покажу. Но сначала ознакомимся давайте с самим прибором. Работает от любого USB с питанием. В данном случае мы используем вот такую вещь, которая недоступна владельцам iPhone. В Samsung есть такой переходник, который обеспечивает USB любое устройство. И можно также заряжать другие телефоны посредством вот такого переходника. На приборе у нас есть три кнопки, это мод, сет и ресет, и в принципе никаких больше кнопок здесь нет. Есть разъем для флеш-карты формата microSD, на которую можно записывать в формате Race Logic абсолютно все телеметрические данные, время прохождения круга, разгона, то есть она ведет полный лог-файл, записывает на эту флешку. В программе Race Logic можно этот файл потом будет просмотреть. Левой кнопкой мод мы переключаем режимы. SPD — это измерение разгона. И в этом режиме мы можем задать значение SP1, это со скольки мерить, в данном случае стоит 0. Второе значение стоит у нас вот в данный момент 290, вот можем поставить 300. Вот от 0 до 300 это я сегодня замерял разгона в нашем 2107. Вот здесь мы можем поставить обычные значения, например 100. И таким образом у нас теперь будут происходить измерения от 0 до 100. Так и наоборот, можем первое число поставить больше и будем видеть скорость торможения. Второй режим LP, это прохождение круга. Следующий режим это DST, Distance. И здесь мы можем задать такие значения, как привычные нам 402 метра, 804 метра, либо 201 метр. В этом режиме, как только прибор увидит, что мы проехали эту дистанцию, он нам напишет секунды, за сколько мы ее прошли. Дальше идут настройки лог-файла. Включен лог-файл пишется на флеш-карту. Out лог-файл выводится в реальном времени на внешнее устройство, и off лог не пишется. И режим конфигурации устройства. Здесь у нас всего 4, по-моему, параметра. UL, если честно, я что такое не помню. Это написано в инструкции, можете почитать. LG это лог. Мы выбираем, в каком формате выводить лог-файл. T это часовой пояс и версия прошивки. Прошивку можно обновлять с флеш-карты. Инструкция и ссылка на инструкцию по обновлению и на новую прошивку будет в описании. Нам остается проверить это устройство. Сразу объясню цифры. Mercedes E200 заявка 8,1 секунда до 100 при прошивке E200, при вот овощном варианте, который был у меня.
При прошивке E300 заявка 6,3 секунды. Этот прибор и при E200, и при E300 показывает на 1 секунду медленнее. Здесь, наверное, надо брать в учет то, что 95-й бензин, не прогретый асфальт, 20-е катки при заводских 18-х. Ну, то есть, если все это одеть, я думаю, на заявку производителя мы как раз и выйдем. Но главное в этом тесте — это не увидеть какие-то сверхъестественные цифры, а сравнить точность показаний этого прибора с показаниями Race Logic, что мы, собственно, и сделаем. Сейчас мы с вами отправляемся в Краснодар, где ребята из A2 Performance согласились за очень хорошую скидку прошить 10 машин. Вот за такое количество сделали неплохую скидку. Однако деньги все равно немалые, без вот таких приборов я вам не рекомендую делать никакой чип-тюнинг, потому что очень часто это плацебо. Вам что-то прошили, вы начинаете вваливать. Вроде валит, вроде не валит. Вот по этим цифрам можете в принципе увидеть, что изменил чип. Ну, в моем случае даже вот такой штуки не понадобилось. При разгоне на трассе с 200 до 250, я сразу скажу, это было на зеленом экране, на специальном стенде, конечно, не на дорогах общего пользования, но я прикреплю разгон от 200 и газ в пол, как было до чипа и как стало после. Также мы прокатимся вместе с этим прибором и Race Logic от 0 до 100. Итак, я нахожусь в городе Краснодар для того, чтобы протестировать прибор Race Logic. Нет, не Race Logic, Race Meter он называется. Я попросил своих друзей из C-клуба пригнать в Мерседесы чисто, чтобы протестировать прибор. Ну, они согласились заодно и чипануть машины, чтобы проверить до и после. В Мерседес-клубе я состою, потому что туда принимают тех, у кого есть Мерседес. Короче, там обсуждают, у кого решетка красивее. Вот это вот вообще четко. Смотрите, в Германии еще она не презентована. А уже есть в Краснодаре. Ну вот этот Мерин вообще, да, четкий. Вот сегодня эти машины все прочипуют, и в данный момент мою чипуют. И мы поедем сейчас проверим на Race Logic и на Race Meter, посмотрим расхождения какие. Напомню, вчера он был 9,2. 9,1 был максимальный рез. По секрету скажу, мы уже проверили, у нас получилось 7,2 сходу вдвоем, то есть на 2 секунды от меня одного в салоне он уже быстрее едет, с нами двумя. И это у нас заводская, да, прошивка от E300, без вскрытия блока, да? Без вскрытия. Без какого-то колхоза, и это не стейдж, да, ну это вот просто это оригинал, да. Полный завод. Не поймал антенну, не видел. Этот у нас увидел 7,3. Ну, уже зафиксировали мы улучшение относительно заводской прошивки. Сейчас нам остается сравнить показания Race Logic с Race Meter. Сейчас можно просто уже стрельнуть, потому что нам уже ехать надо. Ну, то есть не ждать каких-то идеальных цифр. — 7,8 твой показал, а Race Meter показал 7,78. Четко, один в один. Ну, не самый лучший старт, да, в горку ехали. Короче, Loud Sound одобряет A2 Performance, а A2 Performance одобряет Race Meter. Пацаны, я чуть не обосрался. Короче, она вначале так, потом так, понял? Ну, быстрая, все, теперь гонка. Нормально. Таким образом, получили от компании SPL Lab, пусть не совсем по их профилю, но вот ребята решили, а почему бы и нет, да, зачем покупать Race Logic за там громадные деньги, если мы дадим устройство с, возможно, чуть меньшим функционалом и, возможно, опять же, чуть меньшей точностью. И то это относительно Race Logic нового поколения. Предыдущее поколение имело такую же частоту опроса, как и эти датчики, если я не ошибаюсь, 5 Гц. При этом мы имеем очень вкусную цену 5900 сейчас промо. Прямо сейчас вы их можете уже заказать в магазине Loud Sound. Также стоит отметить одну очень полезную функцию. Если мы включаем прибор, удерживая левую кнопку, он у нас включается в режиме картридера или флешки, как угодно. То есть он просто распознает информацию
информацию на этой флешке. Таким образом вы можете записать сюда музыку, например, или без геморроя скидывать телеметрические данные в компьютер. Берете прибор, не отсоединяя провод, вставляете USB в ноутбук, удерживаете левую кнопку на включение, и ноутбук видит внешний диск. Обязательно надо отметить минусы. Первое — это обновление экрана. На фото очень неудобно фоткать, на видео часто бывает мерцание. Происходит это, когда за датчиком яркий свет, когда какие-то настройки камеры на автомате включаются не те. В ручных настройках я это мерцание убирал, однако вот некоторым пользователям может быть неудобно рисануться, да, там скинуть, что у меня приора валит 200 за 7 секунд, а там видно не 7, а какой-то полцифры. Вот. Но я ребятам это сказал, они моментально отреагировали, моментально выпустили обновление, его можно уже установить, и мерцание, ну, частота обновления будет лучше, таких глюков быть не должно. Второй недочет, ну, он такой субъективный, это мини-USB, устаревший достаточно уже разъем, но вот SPL Lab, они его очень любят, почему-то до сих пор сидят на нем. Я порекомендовал ребятам перейти на Type-C, либо хотя бы на micro-USB, но вот пока не используют вот это. Это не хорошо, не плохо, но вот чисто визуально он как бы уже устарел, он в ходу был, не знаю, 3-5 лет назад. Уже потом обновились все на micro-USB, сейчас на Type-C все обновляются. Пишите ваши комментарии обязательно по поводу чипа E200, E300 со вскрытием блока, без вскрытия блока, сколько это стоит. У нас можно это было сделать дешевле в Ростове. Ну вот, как говорится, все побежали, я побежал всем клубам, ребята договорились прошиться, я к ним присоседился. С хорошей скидкой относительно московской цены нам прошили в заводскую программу без вскрытия блока. Однако ростовчане утверждают, что здесь можно распилить болгаркой блок и залить туда незаливаемое, Stages Magic. Кто-то говорит, что после этого будут глючить мозги, кто-то говорит, что наоборот, после этого машина будет ехать быстрее. Машина реально поехала быстрее, это не плацебо, тачка начала, я понимаю, что относительно там всяких пушек гонок это не очень быстро, но по сравнению с тем овощем, которым она была, ну машина вот в реальном времени набирает 250. После чипа я сейчас просто не нарадуюсь, действительно машина стреляет, и вот эти цифры до 100 в принципе ничего особенного, они не впечатляют, вот это 7,1 секунда, но как машина, вот как динамика улучшилась там после 100, вот от 100 до 200, как она стреляет, вдавливает, мне сейчас очень нравится, я сейчас очень доволен, и, пожалуй, буду ставить выхлоп и шмыхлоп, и там все это, главное вот этим не заболеть, это как автозвук, начнешь, не закончишь. Надеюсь, обзор был вам полезен, обязательно обзаводитесь такой штукой, кто машины настраивает, кому просто интересно знать свою реальную скорость. А кому интересно, за сколько он какой-то круг проходит, эта штука будет записывать его перемещение по кругу, писать время каждого круга. Заказывайте на www.loudsound.ru вот здесь, или обращайтесь в vk.com/loud12 за консультацией. Там мы вам подскажем, какой транспортной компании лучше отправить в ваш город, как лучше оплатить, как получить эту вещь. Ответим на вопросы по использованию этой вещи, по гарантийным обязательствам и так далее. Не стесняйтесь, пишите, заказывайте на loudsound.ru. И всем пока, живите громко. Я видел уже комментарии, я выложил в Инстаграм это видео, там сразу появились... Ты ездил хоть раз 250, Дима? Со мной? Да не говори, мы так не нарушаю. Когда мы ездили 250? Ты что? А, нет, АМГ не считается. 260 мы ездили. Нихуя себе. Эта штука будет вам показывать реальную скорость, опрашивая данные со спутников через свой встроенный GPS-датчик. Ебать я умно, да, как все это сказал? Тормоза поехали. Хорошо, что АМГ тормоза. У меня BMW сейчас бы взмолилась. Такая: Саша, давай остановимся и дадим пи***ы и вот этому водителю грузовика, потому что пи***да была бы тормозам.